С наступающим, дорогие друзья! С вами словно... Не, народ, короче, так не... Короче, вы поняли, новогодний антураж, вся фигня. Сразу скажу, чем этот рецепт отличается от всех остальных. Он заточен вот под эту штуку. Если у вас есть на кухне такая штука, на антресолях, в серванте, то этот рецепт идеально подходит для мисочки такого объема. Или что-то блюдо, хрусталь. И кто-то, возможно, скажет, а мы не понимаем, какого она объема. Отвечаю. Она 2-литровая. Если у вас есть любая форма, миска, тазик, в который можно с небольшим запасом, то есть чтобы чуть еще места оставалось, влить воду из 2-литровой бутылки, этот рецепт по граммовкам идеально вам подходит. То есть, когда я в свою миску наливаю 2 литра воды, у меня остается, ну, еще где-то сантиметр свободного места. И да, народ, запоминать ничего не нужно. По ссылочке в описании все граммовки просто сохраняйте, чтобы не забыть. А спонсор нашего новогоднего марафона рецептов — классная игрушка от студии Кефир. Это пацаки из Волгограда, которые уже давно создают игры. Ну, такие как Last Day on Earth или Grim Soul. А недавно у них вышла новая бесплатная игруля для мобил — Frostborn. Это выживальческая РПГ с прикольным графоном. Мир в игре просто огромный, исследовать можно очень долго. Здесь можно и торговать, и воевать, осаждать лагеря других викингов вместе со своими друзьями. Ну и само собой, построить свой город — это просто must-have. Осады лагерей врагов, засады в лесах и игра с друзьями в реальном времени — все это Frostborn. А качаем? По ссылочке в описании. Мы будем делать классический советский оливье, потому что варианты, где там есть черная икра, перепелки, раковые шейки и прочее, знаете, оригинальные оливье. Я, во-первых, такое уже делал, во-вторых, на ютубе этого полно. Мы сделаем самый классический оливье, который делал там ваш батя, ваша бабушка, и тот оливье, который вы ели в детстве на Новый год. Единственный выбор, который вы можете сделать, это сделать оливьеху с куриным филе. С говядиной — это задняя часть, такая волокнистая, абсолютно без жира. Или с колбасой. И, как ни странно, я буду сделать с гостовской колбасой. Почему с колбасой? Потому что сейчас задача не выпендриться, а пойти по классике, по максимальной классике. Поэтому я покажу вам, как сварить филешку куриную и говядину, но сам сделаю с колбасой. Начинаем с самого долгого. Самое долгое — это варка говядины и варка овощей. В оливье из овощей, которых надо варить, идет картофель и морковь. Картофель не берите молодой. Повторяю, суперточные граммовки для этой миски находятся по ссылке в описании. Варить можно, закинув все это дело одновременно. Единственный момент, старайтесь подбирать картошку примерно одинакового размера, чтобы она примерно за одинаковое время сварилась. И не переваривайте, иначе она разжижается и оливье превращается не в кусочки, кубики, а в труху. Далее, если вы выбираете курицу в виде мяса в ваш оливье, то показываю, как идеально сварить сочную, мягкую, но при этом well-done-новенькую, то есть без всякой кровищи, безопасно курицу. Этот метод я подбрил с канала Зона Лазерсона у Ильи Исакича. Показываю. Берем фольгу и расстилаем в пару слоев. Берем сколько надо курицы. В нашем случае это мясо с бедер, потому что, ну, если есть возможность брать мясо с бедер или не с бедер, то я думаю, что все для всех очевидно. Вот так. Можно посолить, поперчить по вкусу, но нам сейчас-то не надо, потому что специи будут идти в оливье как бы отдельно. Поэтому просто закручиваем наши бедра в эдакую конфету. Вот. Конфету кидаем в воду и доводим до кипения. Вся фишка данного метода заключается в том, что кипеть оно будет, ну когда закипит, 5 минут. Вот такая вот конфетина, она кипит всего 5 минут. После этого мы просто газ вырубаем, и еще полчаса или час оно стоит и по факту сувидится. То есть температура падает со 100 градусов до 95, до 90, до 80. Кастрюлька достаточно большая, поэтому она остывает медленно и все идеально доготавливается. При этом оно в фольге, то есть весь сок из мяса, весь куриный вот этот вкус, он не выходит в бесполезную воду, которую вы все равно выльете. То есть все остается в этой конфете, оно варится в собственном соку. Великолепный способ. Не мой. Ильи Исакича Лазерсона. Подпишитесь на его канал. Вот так 5 минут покипятили и отставляем в сторону на полчасика, на 50 минут. Когда вы сможете рукой оттуда эту колбасу достать, это значит, что оно 100% готово. Вот такой способ. Если же вы выбираете не курицу, а говядину, то берем какую-нибудь заднюю часть без жира, как я уже сказал, и варим примерно 1,5 часа на небольшом огне. А чтобы было вкуснее, добавляем всякое. Например, парочку лаврушек, немного перчика. И можно пару луковок прямо вот так только
землю с них смойте или срежьте. Ну и немного соли, это все понятно, варим. А теперь, друзья мои, я научу вас варить яйца. Я шучу, берете просто и варите, типа вода закипела, 8 минут, яйцо готово. Итак, картофель чек, морковочка уже мягкая чек, яйца сейчас сварятся чек, мясо по выбору или куряка, или говяда, или колбаска чек, горошек чек, мазик чек. Что же там осталось? Остается один вопрос. Какие огурцы? А из чего у нас выбор? Соленые бабушкины огурцы, маринованные магазинные у нас есть огурцы и, само собой, свежие. Но прежде чем нарезать, само собой, если вы свежие добавляете, проверьте, что у них не горькая попка. Ну, потому что, наверное, ложово нарезать огурцов, перемешать с салатом, потом обнаружить, что у вас весь салат горчит, наверное, полная лажа. Какие огурцы взять? И ответ прост. Самые простые бабулины соленые огурцы. Вот такие вот, знаете, с укропными вот этими вот зонтиками, с чесноком, со всеми делами, с листьями. Все по классике. Только, само собой, ради бога, не солите и не перчите ваш салат до того, как все перемешаете. Потому что огурцы, блин, соленые, то есть в них есть соль. Если вы все посолите заранее, то выйдет полная лажа. Но сначала секрет хорошо чистящихся куриных яиц. Повторяю много раз, но не все внимают, не все слушают. Фишка в том, чтобы не начать заливать горячую массу, а постепенно струйкой холодной водички. Нет, нужно шокировать яйца, чтобы у них под скорлупой появилась, ну, как бы конденсат, испарина. Для этого нужно, чтобы температура поменялась сильно и мгновенно. То есть, например, уже супер горячие, вареные, полностью сваренные яйца вынимаем. Наполняем супер ледяной водой, а сейчас зима, поэтому вода супер ледяная, никаких кусков льда там из морозилки не нужно. Большой объем воды. И уже в большой объем ледяной воды закидываем яйца. Если все сделать, как я сказал, то есть не постепенно заливать, а именно шокировать яйца переменной температур, то есть они горячие, фигак в холодную воду, то чиститься они будут примерно вот так. Оп, подцепили. То есть, если под скорлупой появился конденсат, то достаточно поделать вот так и, собственно, чуть порвал, фигово. Но вот так все вываливается. То есть, если под скорлупой есть конденсат, то достаточно вот так вот сделать и прямо вот так. На самом деле, друзья мои, секрета у оливье всего, на самом деле практически у любого салата, всего 3. Первое. Это более-менее однородные кубики. То есть, если, например, вы нарезаете в труху огурец, а там ваша жена нарезает вот такими кусманами морковь, будет фигня. Все должно быть нарезано примерно одинаково. Второе. Идеальный баланс количества ингредиентов. Потому что нельзя делать в салате так, что ну мы сварили 3 килограмма моркови, давайте просто фиганем ее туда. Или там, мы сварили 2 килограмма картошки на 100 грамм колбасы. Ну, это почти оливье, фиганем. Не-не-не, это так не работает. Идеальные граммовочки, которые находятся, кстати, по ссылке в описании, если что. И самое главное, ну, может, не самое главное, ну ладно. Третье. Не экономьте, блин, на майонезе. Я не собираюсь ничего пиарить, вы можете даже сделать майонез самостоятельно, но... Короче, если майонез по вкусу фигня, знаете, крахмалистая, кислая, стухшая фиговина, то, собственно, салату жопа и всем вашим трудам она же. То есть очищаем морковочку. Можно было и заранее очистить, но мы ее варили с картохой, поэтому вот так. Ну, картофан, само собой, тоже чистим. Вот так вот. И он у нас, видите, такой плотненький. Сколько мы его варили, смотрите, само собой, тоже в описании. Не буду вас парить лишней информацией. Соленые бабулины огурчики всегда топ. И теперь самое важное, как я уже сказал. Все мы стараемся крошить более-менее одинакового размера. То есть мне нравится, когда кубики оливье, они примерно вот такие. Примерно 4 миллиметра. И яйцо тоже примерно 4 миллиметра. Вот. Желток, само собой, он
расчекрыжится там, дай ему бог здоровья. А вот белок, он пойдет такой полусферой, примерно 4 миллиметра диаметром. То есть вот так. Кусочки аккуратные. Говорят американцы take your time. То есть не торопитесь. Не торопитесь. И с колбасой то же самое. Я понимаю, что вы можете накосячить на 2-3 миллиметра. Но не нужно, чтобы одни куски были в труху, а вторые гигантские, как кусок шашлыка. То есть более-менее одинаково стараемся нарезать. И потом стараемся это все вот так накрошить. Это часть секрета вкусного салата. Все одинаковое. Кубики, 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 кубики. Под музыку. Но давайте проверим, что там Лазерсон насоветовал. И, собственно, я теперь уже могу туда руку засунуть и достать мясцо. Блин, оно пахнет офигенно. Ну и да, это полностью готовое, велдановое мясо. Супер сочное, супер нежное, которое тоже можно добавить в оливье само собой. Но мы добавим колбаску, потому что это классика. Ну а если вопрос по говядинке, то вот такая вот говядинка. Достаточно мягкая, достаточно нежная. Осталось нарезать кубиками, если вы фанат говядины в оливье. Просто кладем. У нас, повторяюсь, колбаса. Но я говорю, что даю вам рецепт, как сделать и не из колбасы. Что ж, друзья мои, давайте собирать. Итак, что у нас здесь идет? Горошек, само собой, всю воду слили. Морковочка вареная, мягкая, сладкая. Колбасочка вот такими штучками. Само собой, соленые огурцы. Яйцо, ну и картофан, это понятно. Само собой, я не смогу смешать все это дело вот в этой штуке, в которую 2 литра воды помещается, потому что у нас объем большой, а нужно нормально, блин, перемешать. Так что вот. Вытрясайся, блин. Вот. И горошек, само собой. Точное количество майонеза тоже по ссылочке в описании указано. С точностью до грамма. С таким количеством соленых огурцов, нарезанных, собственно, обычно нужно добавить сверху только микрощепотку соли. Знаете, типа совсем чуть-чуть. Именно поэтому мы все это не засаливали отдельно заранее. Буквально вот щепоточка и еще щепоточка, и все. Потому что соли в огурцах дофига. Ну а свежемолотый перчик кто-то в оливье кладет, кто-то нет. Тут уже чисто по желанию. Я немножечко перчика свежемолотого добавлю. И еще раз замешиваем. Вот так вот. Проверяем, как это количество салата с теми граммовками, что в описании, заходит в 2-литровую чашу, которая, скорее всего, стоит у вас где-нибудь в серванте. Пробую прямо из миски. Прямо из миски, вот отсюда. Это тот оливье. То есть это тот салат оливье, который готовила моя бабушка, моя мама, мой дедушка, ваш прадедушка. Короче, это конкретно тот салат оливье. Я понимаю, ну, если хотите, я показал, как сварить курицу, я показал, как сварить говядину, чтобы заменить обычную колбасу на мясо. И да, с этими граммовками получается практически идеальное сочетание и колбаски, и яйца, и морковки, и картошки. И при этом майонеза идеальное количество, его не слишком много, но все держится на вилочке. Такой рецепт. Короче, кто хочет сделать идеальный оливье с теми граммовками, как он делал в детстве, по ссылочке в описании все граммовки. И они вымерены для 2-литрового вот такого вот тазика или типа того. Само собой, если у вас там тазик в 2 раза больше, то там умножайте на 2, или если меньше, там делите на 2, это все понятно. С вами был славный дружа Обломов. Кушайте много, кушайте вкусно. Продолжаем новогодний марафон. Ставьте пальцы вверх. Всем пока.